Всем привет! Я заказал на розетке Wi-Fi роутер TP-Link TLWR940N, и сейчас я его распакую, параллельно рассказывая о нем. Для вашего удобства я ускорил демонстрацию упаковки и документации. Продолжу уже о роутере. Скорость беспроводной передачи 300 мегабит за секунду. LAN портов 100 мегабит за секунду. И WAN порт, соответственно, для Ethernet, но он тоже 100 мегабит за секунду. Что заставляет задуматься о том, будет ли у вас фактически интернет на телефоне 300 мегабит, как заявлено. В итоге вы получите именно скорость в 300 мегабит за секунду, с интернетом 100 мегабит за секунду. Из полезной документации вы найдете гайд по быстрой установке, лист по техподдержке и инструкцию по режимам роутера. Все это советую оставить, если вы хотите разобраться полностью. А сейчас о его особенностях. В нем есть 3 всенаправленные антенны. Заранее предупреждаю, что они несъемные, просто не нужно их отрывать. Он поддерживает IPTV и имеет защиту от DOS-атак. И в нем есть доменная фильтрация и привязка IP и MAC адресов. Очень полезная функция, если вы его хотите использовать как маршрутизатор. Или просто для того, чтобы никто лишний не подключился. И вот мы уже дошли до самого роутера. На передней панели можно видеть все индикаторы, которые подсвечиваются при активности синим цветом. На задней части вы можете найти его MAC адрес, серийный номер, данные для входа в настройки по умолчанию и какой для него нужен блок питания в случае неисправности предыдущего. Ножки, если их можно так назвать, пластмассовые, как и сам роутер. Настенного крепления нет, но это и так видно. По желанию, если гарантия закончилась и вы разбираетесь в электронике, можно его разобрать и чинить самим, но это только если он неисправен. С этой стороны уже можно увидеть кнопку включения, сброса, Wi-Fi VPS и порты WAN и LAN, которые непосредственно для кабелей Ethernet. Для сброса, кнопка Reset, понадобится какая-то тонкая вещь, например иголка, но желательно нажимать тупой стороной, чтобы не повредить непосредственно эту кнопку. А для Wi-Fi VPS вы на своем ноутбуке должны для начала сделать попытку подключения, а потом на роутере уже нажать на эту кнопку. Все, пароль вводить не нужно. А сейчас вы можете оценить индикаторы вблизи. Включение, Wi-Fi беспроводного режима, 4 LAN порта и индикаторы интернета и блокировки. Про оболочку я уже рассказал. Вернемся к внутренности. Когда будете настраивать его, советую включить все беспроводные возможности B, G и N. Если точнее, то 11 BGN. Точно, еще кабель и блок питания, которые в комплекте. Кабель у нас метровый, а блок питания как раз можно рассмотреть и найти там вольтаж с силой тока, а также модель этого зарядника. И на этой приятной ноте, продемонстрировав вам роутер, я буду заканчивать это видео. Спасибо за просмотр и пока. А это конечная заставка. Тут какие-то 2 видео, можешь посмотреть, если хочешь. А в правом нижнем углу кнопка. Вот ее нажми. И на этом все. Точно все. До следующего видео. Пока.